Всем привет! Вы на канале Вкусно дома, и с вами я, Ольга Молодцова. Сегодня мы с вами будем готовить очень вкусный жульен с курицей и грибами, который я просто обожаю. Итак, что нам понадобится для него? Куриное филе, свежие шампиньоны, репчатый лук, сливки 20%, сыр, мука, соль и перец. И так как жульен готовится довольно быстро, для начала я хочу нарезать все ингредиенты. И начнем мы с лука. Его нужно нарезать довольно мелкими кубиками. Что касается грибов, я их не мою, иначе они впитывают слишком много жидкости и потом не жарятся, а тушатся. И поэтому я просто снимаю с них кожицу и режу. Каждый шампиньон разрежем пополам и нарежем тонкими пластиками. Ну а курицу можно нарезать либо кубиками, я же предпочитаю соломкой, и она не должна быть крупными кусочками. Все-таки жульен нежное блюдо, и курочка у нас должна быть мелкой. Из подготовки нам осталось только натереть сыр на крупной терке и начинаем готовить. И теперь в сковороде на небольшом количестве растительного масла обжарим нашу курочку. Причем зажаривать и доводить ее до хруста точно не нужно. Она должна быть нежной, поэтому просто ее слегка обжарим до готовности. Добавляем немного соли и перца по вкусу. И обжариваем на среднем огне, время от времени помешивая. И пока курица жарится, во второй сковороде будем готовить наш жульен. И начнем мы с лука. Его нам нужно слегка обжарить. К луку добавляем немного соли и перца. Когда он станет прозрачным, всыпаем грибы и обжариваем минут 10-15 до румяности. Теперь добавляем оставшуюся соль и перец. Всыпаем муку и тщательно размешиваем. С мукой обжариваем 1,5-2 минуты, чтобы получился такой карамельный цвет. Дальше убавляем огонь до среднего и вливаем сливки. Тщательно размешиваем, и все это у нас должно слегка кипеть, не бурлить, чтобы сливки не свернулись. Протушим несколько минут, пока сливки не загустеют. Сюда же добавляем курицу, к этому времени она уже готова. Кстати, что касается густоты жульена, если вы хотите его сделать более жидким, то добавьте еще сливок. Ну а я сейчас положу немного тертого сыра в него. Так обычно не делают, но я люблю, когда у жульена насыщенный сырный вкус. И теперь нам нужно разложить жульен по формочкам. Чаще всего его готовят как горячую закуску и используют для этого маленькие кокотницы. Но я предпочитаю готовить жульен как основное горячее блюдо. И для этого нам сегодня очень пригодятся вот такие вот порционные формочки для запекания. Мне их любезно предоставила компания Faberlic. И я была приятно удивлена, что Faberlic это уже давно не только косметика, но и множество самых разных товаров, в том числе товары для кухни. Активную ссылку на сайт компании Faberlic я оставлю в описании под этим видео. Ну а мы продолжаем готовить и сейчас разложим жульен по этим формочкам. Сверху жульен присыпем тертым сыром. Все, отправляем жульен в духовку, разогретую примерно до 180-200 градусов. Можно даже включить функцию гриль. Нам самое главное нужно добиться золотистой румяной сырной корочки, потому что сам жульен уже готов. В общем, время займет примерно 10-15 минут, но оно приблизительное, так как зависит и от вашего сыра, и от вашей духовки. Подавать жульен рекомендуется горячим, потому что это нежнейшее сливочно-сырное чудо, в
вкуснее всего именно с пылу с жару. Кстати, из этого количества ингредиентов получается примерно 4 вот таких порции, но все зависит от размера ваших кокотниц. Если вам понравился рецепт этого вкуснейшего жульена, то обязательно ставьте лайк на это видео, подписывайтесь на мой канал, нажимайте на колокольчик, пишите комментарии, заходите в соцсети. Ну а у меня на сегодня все. Приятного вам аппетита. Пока.